Привет всем зрителям YouTube-канала Спортэкспресс. Сегодня у нас в гостях, виртуальных гостях, учитывая условия, наша прекрасная фигуристка Саша Трусова, призерка всех возможных турниров, специалистка по четверным. Привет, Саша. Да, меня зовут Дима Кузнецов, я с трудом прыгаю перекидной. Прежде всего, Саша, расскажи, где ты проводишь изоляцию и как тебе вообще это дается? Сейчас мы находимся в загородном доме. Я вместе со своей семьей. В сезоне нельзя много общаться с семьей. Мы обычно редко видимся. Я в основном с мамой. Сейчас есть очень много времени. Я с ними вместе общаюсь. И из-за того, что в загородный дом, можно погулять, есть место где. Я сказал о всех возможных турнирах, да, что ты призер всех возможных турниров, но одного все-таки нет, это чемпионата мира. Какие были ощущения после его отмены, вот в этот момент объявления? Сначала очень долго не могла поверить, потому что его отменили, что такое может быть. Я думала, что ничего не может случиться, чтобы отменилось какой-нибудь турнир в фигурном катании, тем более чемпионат мира. Вот. Ну, потом расстроилась, конечно, потому что я была готова к этим соревнованиям. Очень долго мы готовились, очень много усилий приложили. Вот. И потом меня поддержала семья, и вместе сейчас сидим дома на карантине. Можно было, по твоему мнению, провести все-таки чемпионат в тех условиях, хотя бы без зрителей, может быть? Я считаю, что нет, это правильное решение, потому что такая ситуация, лучше отменить, и без зрителей нельзя, они поддерживают. Очень приятно, когда они находятся на трибунах. Есть идея о том, что проводить его в октябре, может быть, если ситуация устаканится. Вот тебе бы хотелось, чтобы он прошел все-таки в октябре, или уже нужно забыть об этом чемпионате, готовиться к следующему? Когда долго отменили, я думала, что да, хорошо было бы и в октябре, потому что мы уже отобрались, и как бы пропущен один чемпионат мира как-то, хотелось, чтобы было в октябре, но сейчас неизвестно, сколько по времени будет длиться самоизоляция, карантин. Вот, поэтому я не знаю. Как ты вообще переживаешь самоизоляции? Понятно, что ты тренируешься, и видно это по соцсетям твоим. А что еще, не знаю, какие сериалы смотришь, в компьютерные игры играешь, может быть? Сейчас я в основном готовлюсь к ОГЭ. Его, конечно, перенесли, но было мало времени в сезоне учиться. Вот. Я, конечно, старалась. Спасибо учителям за то, что они в свое нерабочее время со мной занимаются всегда. Вот. И сейчас мы занимаемся очень много. Я читаю книжки, готовлюсь к ОГЭ. Редко смотрим телевизор там вместе с семьей. А ОГЭ у вас перенесли, то есть его не будет в июне? И когда? Будет в июне, просто раньше, он был чуть раньше, а сейчас в июне будет. А если, допустим, продлится карантин, его как-то я не знаю, вам говорили, там, дистанционно проводить, не знаю, по скайпу тоже, нет? Пока что нет, пока только официальная версия, что его перенесли на июнь, а дальше уже, наверное, по ситуации, как и все. Просто по скайпу, я так думаю, может быть, легче списать будет. Ты когда-нибудь вообще списывала? Вот когда-нибудь в жизни вообще? Было такое? Я сдавала контрольные работы только в начальной школе, тогда, когда я еще знала. Мне было нужно списывать. А во всех остальных случаях я обычно дома пишу. Там или контрольные, или просто что-то, какие-нибудь параграфы там переписываю всякие. Вот. И очень давно я не писала контрольных, поэтому не писала. Вы, наверное, много тренируетесь сейчас с братьями, и вообще проводите время. Ты их научила уже каким-то, я не знаю, прыжкам? Или они тебя там борцовским приемом, не знаю, дзюдоистским? Я пыталась несколько раз, но они не хотят. Они пробуют, это получается очень смешно. Вот. Но в основном мы там играем в бадминтон, волейбол, всякие такие игры, не связанные с моим видом спорта. Они тренируют на мне свои приемы, но я в основном тоже им не даю. Вот. Ваня младший совсем, он сейчас пошел на бокс, и он периодически говорит, давай я тебя научу. 5 лет, и как бы встает, и говорит, вот так. Как бы это тоже смешно, но он серьезный.
Слушай, а вот, ну, если говорить про домашние условия, ты специалистка, скажем так, по четверным прыжкам, да? Я видел, как там тройной аксель на полу делают, а реально ли четверной вообще делать в домашних условиях, как ты его тренировать? Ну, тройной аксель это 3,5 оборота, так что почти. Вот. А больше 3,5 я пробовала один раз, но там чуть-чуть перекручиваешь совсем. Вот. И это аксель. Аксель легче прыгать на полу, чем на льду, ну, мне лично. А все остальные прыжки тяжелее, поэтому на полу не получается. Ну, получается, вот эти домашние условия, они, скажем так, ну, против тебя сильнее играют, чем против других, да? То есть другие-то могут тройные продолжать там тренировать, а у тебя все-таки немножко, ну, сдерживает это в этом смысле. Да нет, у всех, в принципе, это всем хуже, потому что сколько бы ты на полу не прыгал, все равно на льду забываются ощущения. Там совершенно по-другому, и поэтому отсутствие льда, конечно, очень тяжело нам поддерживать свою форму. Ты можешь сказать, что тебе как-то страшно вот в связи с этой ситуацией вокруг вируса? Пока что не могу. Пока что мы в этом доме, в принципе, своей семьей, практически ничего не изменилось, кроме того, что в основном никуда не ходим, в более где много людей, вот, и нет тренировок, вот это, конечно. А так и пока что не ощутил какой-то вот страх какого-то. Что читаешь, если не секрет? Ты говоришь, что читаешь. Ну, много чего читаю я. Детективы, Агата Кристи там. Все еще Агата Кристи, да, я помню. Ну, да, там много очень у меня. И разные фэнтези, всегда по-разному надоест, я меняю. Саша, я понимаю, что как бы рано, наверное, о следующем сезоне говорить, но, может быть, ты можешь как-то подвесить уже интригу? Есть какие-то идеи насчет программ в следующем сезоне? Сейчас же у тебя в прошлом году была «Игра престолов», сейчас много возможностей сериалы смотреть. Может быть, что-то еще почерпнуло, не знаю. Нет, пока еще не задумались, потому что не было времени, когда на льду мы проводим, мы обычно Даниил Маркович слушает музыку, мы тоже ее слушаем, там ищем, а сейчас вот из-за того, что все дома сидят, пока что никаких идей, и пока еще не знаю, что будет на следующий сезон, так что посмотрим. Но у тебя какие-то предпочтения есть? Вот, например, на последнем шоу ты вышла там в новом платье с новой программой в конце февраля. Ты можешь поподробнее рассказать, как они создавались, чья была идея? Идея была моих тренеров. Они мне предложили лирическую программу попробовать. Я тоже уже давно хотела попробовать в этом стиле. Вот. И мы решили поставить. Вот. Я не знаю, вроде бы получилось неплохо. Вот. Мне, в принципе, очень понравилось такое предложение. То есть, может ли так статься, что ты, допустим, сделаешь ее короткой в следующем сезоне? Был такой план вообще? Пока не было, но, возможно, будут тоже лирические программы в следующем сезоне, возможно, какие-то еще, но пока не было никакого у нас плана, что это именно станет короткой программой. Но тебе хочется двигаться в эту сторону лирики, скажем так. Мне хочется разные виды пробовать. Ты даже на том шоу пробовала тройной аксель, такая, ты, наверное, самая, рисковая русская фигуристка. Значит ли это, что, сейчас это для тебя основной прыжок, который надо выучить следующему сезону? Мне надо научиться прыгать его стабильно. Я пока не могу всегда правильно его делать. Вот. Для меня он все равно остался самым сложным. Все равно, так как я его выучила, но все равно он самый сложный еще. Вот. И все четверные на следующий сезон, чтобы все были стабильны. Как бы ты оценила вообще прошедший сезон, допустим, по 5-бальной шкале? Извини, что напоминаю о школе. Если какую-то оценку ставить. 4. 4, значит, то есть чего-то не удалось, достичь, чем-то ты, недовольна, наверное, чуть-чуть. Конечно. То есть, те 2 бронзы, которые были там чемпионат России, чемпионат Европы, ты, скажем так, рассчитывал на большее, да?
можно так сказать. Я просто не откаталась в свою программу так, как хотела. Во-первых, хотела сделать 5 четверных в этом сезоне, чисто в произвольной программе. Удалось пока только 4. Ну, это будет цель тогда на следующий сезон. На чемпионате мира удалось бы, вот учитывая эту программу в Инстаграме, как думаешь? Я не знаю, на тренировке это одно, на соревновании другое. Надо именно собраться в нужный момент. Я считаю, что и на финале Гран-при я могла катать лучше. И на чемпионате России тоже могла сделать. Я просто не собралась в нужный момент. Родители дают советы по выступлениям после соревнований? Что вот говорили после последних турниров? Папа уже спортсмен, он всегда дает советы, как надо настраиваться, как тренироваться лучше. Вот. Но в основном, конечно, поддерживают они меня. Вот. Мама понимает все в фигурном катании, она на каждой моей тренировке присутствует и после тренировок дает советы. Но в первую очередь я для них дочка, поэтому всегда поддерживает. Ну, то есть, знаешь, не было такого, чтобы они там предъявляли тебе, вот почему так, а не так прыгаешь? Нет, конечно, так не бывает. Есть такое понятие, да, уже в фигурном катании устоявшегося тысячака, и, собственно, вы по этому поводу и на пресс-конференциях уже шутили, и выигрывали вы всегда по очереди, да, то есть чемпионат мира всегда был твоим турниром, и ты говорила, что хотела бы эту традицию продолжить. Можно сказать, что, получается, в следующем году такой долг немного остался перед тобой у Ани и Алены? Я не знаю именно про долг какой-то, Ани и Алены. Я просто хотела выполнить свою цель, которую я поставила себе, как только у меня получилось прыгнуть флип. Я решила, что мне надо все-таки 5 в этом сезоне. Но я очень рада, что у меня получилось и 3, и 4, потому что в прошлом сезоне не получилось. Вот. 5 пока не получилось, надеюсь, в следующем получится. У тебя был довольно тяжелый прокат на чемпионате России. Извини, что я напоминаю. Я вообще, честно, хотел скорее поугарать. Так, знаешь, потому что сейчас люди напряжены, все там по домам сидят. Так что, если есть какая-нибудь, не знаю, смешная история, то вспоминай. Но все-таки, раз я уж начал, просто не так часто доводится видеть тебя, со слезами, да, на глазах, скажем так. Вот, но ты на пресс-конференции уже улыбалась и была на позитиве. Как удалось вот так быстро прийти в себя после того проката на чемпионате России? Я считаю, что у меня очень большая поддержка, и они сразу после чемпионата России все мне сказали, чтобы я больше никогда не плакала, все в подъезде все подходили, сказали, что так нас не расстраивай. Вот. И я считаю, что нельзя на людях показывать свои эмоции. Аня и Алена утешали тебя после выступления? Вот ты сказала о поддержке. Я думаю, они сказали, конечно, о поддержке, но так как мы все понимаем это, они не лезли ко мне, чтобы так вот. Это же тоже чересчур не очень. Вот. И они сказали, конечно, слова поддержки, я их поздравила, и дальше потом веселились вместе на допинге, как всегда. А что сказала Этери Георгиевна после проката, не знаю, в раздевалке? Сказала, конечно, ошибки. Сказала, что ничего, надо сказала, что будем работать. Надо, больше работать, больше катать, программы. Саш, ты вообще суеверна? У тебя есть какие-то ритуалы перед соревнованиями? Нет, у меня нет никаких ритуалов. Я не верю в это. Я стараюсь по ситуации настроиться. Чувствую себя, так и настраиваюсь. Тину вожу с собой до соревнования. Это для души, в номере там. И она сейчас рядом, да, я так понимаю, где-то? Нет, или уже ушла? Да, вот, Тина. Тина, привет. Она там не прыгает у тебя, не знаю, дома? Ты их не тренируешь? Акселям каким-нибудь? Нет, прыгает Лана. Реально прям прыгает? Это прыгает, да, она
запрыгивать на руки с пола. Всегда легко. Ну, нормально. Это уже на двойной можно, в принципе, потихонечку заходить, да? На зубцовые. Да, она тоже какая-то. А Тина нет. Тина, она спит в основном, кушает, все. Ну, то есть ты, скажем так, вот ты вообще против суеверий, знаешь, ну вот есть там люди, которые, не знаю, например, верят там в знаки зодиака, вот эту вот всю тему, там, астрология, не знаю. Ты, скажем так, в этом смысле такой человек математического склада скорее. Ну, да, я так не верю. Разговаривал с твоей классной руководительницей как-то, и она сказала фразу, что вот у детей-спортсменов нет золотого детства. Вот ты согласна, что тебе, в общем, не хватает немножко для такого детства, не хватает свободного времени, досуга? Я не понимаю, что значит у меня золотое детство. У меня очень хорошее детство было. Я всегда делала, что хотела. И на всех я умею видах транспорта кататься. Велосипед, ролики, самокат. Что там еще есть? Скейт. Коньки. Хорошие, да. Коньки, да. Электрическое сейчас все у меня есть. Гироскутеры. Вот. И вообще жизнь у меня необычная. Не похожая на, как у других. Я очень много путешествую, вижу все страны, которые можно. И мне очень нравится. Ни на что бы это не променяло. Какая страна больше всего такой, понравилась, если какой-то топ составлять? Может, куда-нибудь переехать там в будущем? Нет? Я не знаю, я вообще хочу в России жить. Вот, но нравится мне очень Япония, так как там очень любят фигурное катание, и вообще там такая атмосфера очень хорошая. Из необычного, наверное, Австралия. Там я увидела разных животных, которых у нас нету. Это коала, кенгуру. Вот, и я и подержала коалу, кормила и коалу, и кенгуру, и это было очень интересно, и мне очень понравилось. Ну, конечно, детей очень много. Ты сказала, что было у тебя детство. Слушай, получается, ты уже как бы не чувствуешь себя ребенком уже, взрослым человеком чувствуешь себя? Ну, если даже считать по фигурному, по нашему виду спорта, то я уже катаюсь по взрослых, и конечно, считаю себя взрослой, тем более, что у меня 2 младших брата. И 2 собаки, за которыми ухожу я. Многие сейчас говорят, что, знаешь, там молодежь сидит много, проводит время в телефонах. Считаешь ли ты вообще чем-то плохим это? И есть ли у тебя, не знаю, любимые блогеры? Сейчас вот ТикТок, например, активно развивается. Ты как-то на него подсел или не знаю? Я считаю, что телефон, это, конечно, очень хорошая изобретение, я бы сказала. Можно из любого места и позвонить, и узнать, что хочешь. Вообще очень просто забить в телефоне. Это все, что тебе нужно. Сейчас вообще заказываешь все через телефон, практически все, что надо. Вот. Блогеров у меня любимых нету. В основном про животных что-нибудь смотрю, что-нибудь смешное там. ТикТок. Я никогда сама не снимала видео. Один раз мы хотели с сестрой попробовать, но что-то у меня не получилось там. Вот. Но я в основном сама не делаю это. Я только, бывает, смотрю там видео, бывает, тоже. Вот. И то мне брат показал, я так и не видела. Но смешно. Тебе было смешно. Да. Дважды на этапах Гран-при ты пересекалась с Женей Медведевой, которую, в общем, ты говорил, что она для тебя как такой, в каком смысле, ориентир. Удалось с ней пообщаться вот за те 2 этапа, что вы вместе путешествовали? Да, конечно, общаемся. Всегда, когда видимся, и тем более, что мы, когда она была в Дарье Георгиевне, мы жили с ней в одном номере в Новогорске, и тогда еще разговаривали очень много, и поэтому, конечно, когда мы виделись, у нас было о чем говорить. И вот. Совет какой-то давала, не знаю, тебе, как более старше? Ну, в основном так, просто, не что-то определенное, просто говорю, У тебя, давай я все-таки попробую спросить про это. На чемпионате России произошла, ситуация с Женей Медведевой, у нее там сломались коньки, она снялась.
Вот по твоему опыту, реально вообще на сломанных коньках кататься? Или там в таких случаях только сниматься можно? Я не могу ничего сказать, я не знаю, как у нее как у него были сломаны. Не могу сказать. Вот. И, конечно, на сломанных коньках нельзя кататься, потому что можно получить травму. Вот. И, наверное, она сделала правильно. Ты сказала, что в конце сезона будешь пробовать турнир Ридбергер. Ну, понятно, что конец сезона как бы смазанным получился. Уже, ну, то есть, были ли у тебя какие-то удачные попытки его? Я не успела попробовать. Вообще, то есть. Да, я ни разу не успела его попробовать, потому что были еще соревнования все, и Сергей Викторович и Сергей Александрович, они были на соревнованиях, ну, нам младше. Там всякие России были, спецпрограммы, и они работают с удочкой в основном. И чтобы попробовать, мне надо было сначала на удочке это сделать. А их не было, и я не могла попробовать. Ты видела видео вот с успешной попыткой Йон Ю, кореянки? Видела, но там как-то очень мутно и непонятно. Видела, конечно, и смотрю. Мотивирует это как-то побыстрее, знаешь, первой на соревнованиях сделать его, пока она не успела? Ну, конечно, я хочу выучить, сделать первый на соревнованиях, вот, но пока что не получилось его даже попробовать. Алина Загитова в шоу пробует парное катание. Вот если бы ты там в теории выбирала, с кем бы ты хотела стать в пару? Потому что параллельно четверные ты, в принципе, делала уже с мужчинами. Я себя в парном катании. Я себя в парном катании не представляю, потому что я очень боюсь, не доверяю другому человеку, я очень боюсь эти подкрутки и выбросы. Вот, поэтому нет. Вообще никогда, да, там после карьеры, если в шоу предложат, понятно. Во второй части сезона есть, большие турниры только для тех, кто в сборной, да, то есть там чемпионат Европы, чемпионат мира. Вот ты бы хотела, чтобы был еще какой-то один турнир, не знаю, с каким-то призовым фондом, может, со всеми российскими фигуристками, потому что остальным просто, получается, нечего делать уже зимой. Нужен такой турнир? Я не знаю. Или тебе хватает уже нагрузок вполне? Может быть, и можно было бы какой-нибудь еще турнир, но не позже, чем чемпионат мира. Потому что уже после него обычно уже начинается когда мы учим четверные, а между чемпионатом Европы и мира можно было, в принципе. Финал Кубка России, например, да, если ему сделать статус как-то повысить. Следил ли ты за ледовым Оскаром? Для тебя вообще насколько важно было его выиграть? Или в общем? Нет, я не следила. Конечно, было бы приятно выиграть его, но особо не следила. Сейчас много говорится об изменениях минимального возраста. Ты сказал, что ты взрослый по меркам фигурного катания, но, скажем так, некоторые хотят это изменить. Ты вообще до скольких лет ты хотела бы выступать? Вот так, в теории. Хотела бы до 22. То есть это я не знаю, пока что дальше посмотрим. Вообще до 22. То есть такая планка есть. А потом куда? Потом животные? Нет, потом у меня 3 детей. 2 девочки и мальчик. Это как я хочу. И, конечно же, да, у меня будет очень много собак. Прости, раз что-то пошло, есть ли какие-то претенденты уже, скажем так, на твое сердце, как сформулировать? Нет. То есть... Пока я в спорте, у меня не может быть, это будет отвлекать, и я... То есть даже свиданий нет? Вот у тебя на свидание ты не ходишь вообще, да? Слушай, тогда понятно, почему про золотое детство говорят так учителя, возможно. Возвращаясь к правилам, понятно, что во многом эти правила, наверное, изменения правил, они связаны с вашими хорошими выступлениями, да, тебя, Ани, Алены. Ты как-то можешь, ответить тем, кто хочет повысить возрастной ценз до 18 лет?
Вряд ли ты за, я не думаю, что ты за, да, такое изменение. Я, конечно же, не хочу, чтобы повысили наследственный ценз, но не буду я ничего отвечать. Я как решать, так и будет. Ну, конечно же, хочется выступать уже по-взрослому, потому что я 2 года по юниорам уже выступала, и хочется уже во взрослых. В какую страну хочется поехать после того, как откроют границы? Ну, если есть желание такое прям вот сразу. В какую страну? Ну, я не знаю. Может быть, если, конечно, у нас будет время, может быть, на море. Или в Испанию, там, в парк аттракционов. Порт-Авентура, да, кажется? Да, крутой парк. Я бы тоже съездил. Ну и давай напоследок, Саш, что бы ты, не знаю, сказала своим фанатам, которые посмотрят это видео? Оставайтесь дома, берегите себя, всем здоровья. Вот, будьте аккуратнее, чтобы не заболеть ничем. Много чего можно делать дома. Не скучайте, проводите время с семьей. Какую твою программу надо пересмотреть вот первым делом из всех им? Твою любимую, может быть. Ну, если они хотят посмеяться, могут посмотреть самую маленькую, когда я была, 3-й юношеский. Очень смешно. Все, ребята, давайте, да, будем оставаться на позитиве, скажем так. Вот, спасибо большое, Саша, что согласилась. Спасибо, надеюсь, что вскоре мы уже выйдем из своих домов, ты сможешь снова тренироваться и успеешь на море, и в Порт-Авентуру, и много куда. Спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания.